Сегодня мы приготовим с вами сельдь по-корейски. Сельдь по-корейски – это такое пикантное, очень приятное блюдо, закуска, которую я готовлю почти к каждому празднику, особенно зимой, когда хочется селедочки, но она бывает то ржавая, то не очень время есть ее разделывать, пахнуть потом это ходить селедкой. А сейчас заранее к празднику мы приготовим вот такой судачок уже нашей домашней сельди по-корейски. Для этого нам понадобится 3 сельди. Я их уже заранее почистила. Вот там и корка была. Все это нам пригодится. Вот убрала косточки. Вот ее вот так вот подготовила. 3 сельди. Но они свежемороженые были. Смотрите, не соленые. И вот то, что нам нужно для маринада. Для маринада нам нужно чайная ложка черного перца, чайная ложка красного перца и молотый кориандр, тоже чайная ложка. Показываю сразу столовую ложку, чтобы не запутались. И 2,5 столовые ложки томатной пасты. Вот я ее здесь вот вам выложила, чтобы было наглядно видно. Нужна будет луковица, 1 или 2, смотрите, как вам больше нравится. Кто любит лучок вот этот маринованный кушать, кто не любит, там уже по своим предпочтениям. И уксус. У меня вот был 6%, 100 грамм уксуса и 100 грамм постного масла. В принципе, можно добавить вот немножко соевого соуса. Вот. Ну, сейчас посмотрим на вкус, как будет маринад, если что мы добавим. Но это, в принципе, не обязательно. Ну и вот так, начинаем готовить. Вы поняли, что нужно приготавливать? Начинаем. Берем лук. Лук порежем мелкими полукольцами. Полукольцами тоненько режем лук. Я сразу его немножко так вот распотрошила, чтобы он у нас уже был, легче его было посыпать нашу рыбку. Вот, перекладываю его в тарелочку, чтобы он нам не мешался. И теперь нам надо будет порезать порционными кусочками сельдь нашу. Но смотрите, один момент, что я хочу сказать, что вы когда косточки убрали, вытащили здесь ребрышки все, можно шкурку чистить, а можно шкурку не чистить, кому как нравится. Но у нас малыши, они эту шкурку вот так вытаскивают, поэтому мы порционно маленькими кусочками порежем. Ну, малыши как малыши, дети. А то малыши прям совсем подумайте, что груднички. Вот мы кусочками, ну, знаете, как он в магнитах, в банках, эта рыба, как она порезана. В принципе, много ума не надо. Вот селедочку мы нарезали кусочками. Но она не селедка, это сельдь. А то селедка, подумайте, что соленая опять. Мы нарезали кусочками порционными. Видите, вот такие вот они небольшие. Но икру я резать не стала. Мы ее так замаринуем, целенькая. Просто у нас, опять же, детвора любит. И она тоже косточек то совсем нет. Кто-то любит это, кто-то любит это. Ну все, теперь мы намешиваем маринад, намашиваем. Махать не надо ничего, просто намешали маринадом. Лук мы порезали, рыбку порезали, икру не порезали. Теперь быстренько намешиваем маринад. Уксус 100 грамм, масло 100 грамм. Все это мы. И наш перец, кориандр, томатная паста. Вот маринад мы смешали, надо чуть-чуть подсолить. Немножечко соли все равно нужно будет, потому что как-то так чуточку подсолим,
чтобы сладковато не было. И немножечко добавим все-таки сои. Чуть-чуть. Так, для пикантности. Да, раньше, когда сои не было, ее не добавляли, этот соус. А сейчас, если есть, почему не добавить, если он есть? Если у вас его нету, то и не добавляйте. Смотрите, чтобы маринад вам... О, совсем другое дело. Вкуснятина. Ну и все. Берем посуду, форму любую, чтобы вам поставить в холодильник, и она у вас до праздника стояла. Ну или как до ужина, как вам захочется. На следующий день, ну допустим на завтра, его уже можно будет кушать. Выкладываем рыбку и лучок слоями. И заливаем маринадом. Мы уложили слоями нашу сельдь с луком, помешали солями, так немножко втоптали рукой и выливаем весь наш соус. Все, оно там сейчас все пропитается. Потоптать ее чуть-чуть надо, чтобы оно все прошло. Я прям рукой потоптаю, пальчиком можно. Вот она, посмотреть. Видите, до самого дна уже наш соус прошел, проникся. Ну вот, наша сельдь по-корейски готова. Закрываем крышкой, ставим в холодильник. Соус вкусненький. Завтра можно кушать, а мы оставим до Нового года. Очень будет хорошая закуска.